Привет! Ты снова на канале IT User Help. Это видео будет о том, что делать с компьютером периодически, чтобы он стабильно и хорошо работал, не захламлялся файлами и программами. Периодически, это примерно один раз в месяц, нужно делать некоторые действия. Я определил 4 действия, которые периодически нужно делать. Возможно, ты добавишь свои, либо убавишь какие-то из предложенных мной. Но в целом примерно 4 действия периодически, если делать, то компьютер будет более-менее стабильно работать, не захламляться и не будут скапливаться ненужные файлы и программы. И первое, что нужно делать периодически раз в месяц, это удалять неиспользованные программы. То есть если ты устанавливаешь иногда либо часто программы, а потом забываешь их удалять, то компьютер захламляется, появляется много ненужных папок с файлами. Некоторые программы дополнительно еще добавляют себя в автозагрузку. Возможно, ты этими программами вообще не пользуешься, поэтому их периодически нужно удалять. Для этого нам нужно зайти в список всех программ. Мы сейчас поговорим о Windows 7. Но в принципе данная тема будет и для Windows 8 точно так же актуальна. И все, что мы сделаем сейчас здесь, можно сделать и в Windows 10. Итак, для того, чтобы увидеть список всех программ и удалить ненужные, нам нужно зайти в панель управления. Для этого нажимаем «Пуск» и выбираем справа панель управления. Если у тебя Windows 10, то в этом месте возле кнопки «Пуск» будет поисковая строка. Вводишь русскими символами панель управления, у тебя в поиске выдаст панель управления. Заходим в панель управления, далее здесь просмотр, выбираем категория, далее программы, удаление программ, и видишь список всех установленных программ на твоем компьютере. Твоя задача пролистать прямо каждую программу и посмотреть, какие из этих программ, которые у тебя установлены, ты не пользуешься. То есть, возможно такое, что ты устанавливал когда-то, потом забыл, что установил, этой программой не пользовался, при этом она у тебя установлена и занимает место, и, возможно, даже в автозагрузке, плюс еще и производительность теряется. Но здесь есть один нюанс, что не стоит удалять все, что тебе не знакомо из этого списка, сразу удалять. Многие программы из этого списка требуют операционной системы для нормальной работы. Поэтому удаляешь только то, что точно знаешь, что тебе не нужно, что это ты устанавливал, и что теперь оно тебе не нужно. Берешь и удаляешь такие программы. Это первый пункт. Второе, что нужно делать периодически, раз в месяц примерно, это смотреть, что у тебя находится в автозагрузке. Автозагрузка — это такие приложения, программы, которые стартуют вместе с запуском операционной системы. То есть, когда ты запускаешь свой компьютер параллельно с Windows, либо примерно почти сразу после запуска Windows, еще автоматически запускаются некоторые программы и приложения. Некоторые из них нужные, но большинство абсолютно не нужны в автозагрузке. Такие программы и приложения сами себя часто добавляют в автозагрузку при установке. Поэтому периодически очень полезно проверять, что стоит в автозагрузке, и, соответственно, удалять это из автозагрузки. Ты не удалишь приложение, если уберешь его из автозагрузки, просто оно будет запускаться только тогда, когда ты сам его вручную запустишь. Для того, чтобы увидеть список автозагрузки, нам нужно через меню «Выполнить» ввести команду msconfig. Это мы сейчас поговорим про Windows 7, а чуть позже, после этого, расскажу, как автозагрузку посмотреть в Windows 10. Итак, сейчас начнем с Windows 7. Тебе нужно нажать «Пуск» и клавишу R. На клавиатуре нажимаешь клавишу Windows и английскую R одновременно, чтобы появилось вот такое окно «Выполнить». В нем
пишешь английскими символами msconfig, вводишь это и нажимаешь ОК. Далее, здесь есть вкладка «Автозагрузка». Здесь, собственно говоря, ты увидишь все приложения, которые стартуют вместе с операционной системой. И снимая либо добавляя галочки, ты сможешь, соответственно, убрать из автозагрузки. То есть, если мы знаем, что какое-то из этих приложений нам не нужно в автозагрузке, например, вот так вот стоит, мы просто снимаем галочку, нажимаем «Применить», «Ок», и все. Это после перезагрузки наши снятые галочки не будут запускаться вместе с Windows. В операционной системе Windows 10 автозагрузку можно, в принципе, таким же образом запустить через msconfig. Только будет одно отличие. Windows R запустим. Когда мы перейдем в автозагрузку, здесь таких данных не будет, а будет гиперссылка синяя, которая перенаправит нас в диспетчер задач. В диспетчер задач, это так выглядит диспетчер задач в 7 Windows, в 10 еще будет вкладка автозагрузка. И там ты сможешь добавить и удалить приложение из автозагрузки. Также еще помимо приложений у нас есть автозагрузки и службы. Службы — это как программы и приложения, только у них нет интерфейса, они работают в фоне, в бэкграунде, так сказать. Для того, чтобы открыть службы, мы нажимаем вкладку «Службы», выбираем, далее вот здесь «Службы», и у нас будет список всех служб, которые работают, и тип автозагрузки. Как видишь, многие службы запускаются автоматически, то есть это означает, что при запуске Windows они также запускаются. Здесь тоже такой нюанс, что сильно играться не стоит и отключать все подряд службы совсем не стоит, так как здесь очень многие службы отвечают именно за ход работы системы, и не стоит здесь отключать все подряд, а только то, что конкретно ты знаешь. То есть, если есть какое-то приложение, которое ты когда-то устанавливал, а служба от него осталась, такое редко бывает, но бывает, либо ты совершенно точно знаешь какое-то приложение, программу, и если это его служба, то можно, в принципе, отключить, если ты не пользуешься этой службой, этим сервисом. Выбираешь какую-нибудь службу, которую хочешь отключить, и в которой ты уверен, что ее можно отключить. Правой кнопкой мыши, свойства, тип запуска, вручную. Нажимаем «Применить», ОК, и можно закрывать это окно. Также можно посмотреть, какие приложения у нас в автозагрузке если просто в проводнике, здесь вверху в месте, где у нас указывается путь, стереть все и написать русскими символами. Ну, точнее, символами того языка, на котором у вас операционная система, будь то украинский, английский, либо какой-то другой, автозагрузка, и нажимаем Enter. Вы попадаете в папку с программами автозагрузки пользователя, которым вы сейчас работаете. Если хотите посмотреть автозагрузку всех пользователей, то стираете, и здесь можно ввести команду английскими символами shell, двоеточие, пробел, common, startup. Start up и нажимаем End.
Пробел не нужен, все правильно. Берем, стираем. Shell, двоеточие и сразу Common Startup. Так, еще. Вот вы попадаете в папку автозагрузки для всех пользователей. Еще один полезный момент с этой папкой. Если вы введете автозагрузка, автозагрузка, вы попадете в папку автозагрузки, как мы только что говорили. И, как видите, здесь не все. Я не советую пользоваться именно этим методом для удаления из автозагрузки, а лучше пользоваться предыдущим через msconfig, как мы делали только что. WinR msconfig, то есть где у нас службы и ms. Удалять приложение из автозагрузки лучше, конечно же, через вот этот метод. А этот метод хорош для добавления в автозагрузку. То есть, если какое-то приложение либо программа не имеет своей автозагрузки в настройках, вы можете просто перенести сюда ярлык, оставить его здесь, и все ярлыки, все программы с ярлыками, которые здесь находятся, будут добавлены в автозагрузку. Третий пункт, который я хотел бы рассказать, это бэкап. То есть, если вы делаете бэкап, а я надеюсь, что вы каким-то образом делаете бэкап на своем компьютере, то есть резервируете данные, файлы, либо программы, либо и файлы, и программы, будь то стандартными средствами Windows, либо сторонними приложениями, то раз в месяц, либо чаще, либо чуть реже проверяйте, работает ли ваш бэкап. То есть, если у вас есть какое-то стороннее приложение для резервирования, то просто проверяйте тот диск, куда он резервирует, если там эти, собственно говоря, резервные копии, которые были сделаны программой автоматически. То есть вообще работает она или нет, выполняет ли она свою функцию. Периодически проверять резервную копию это намного проще и легче, чем потом в случае выхода из строя, к примеру, жесткого диска, искать эти данные по другим своим флешкам и местам, и либо в интернете снова все скачивать. В общем, проверяйте бэкапы свои. Четвертый пункт, о котором я хотел бы рассказать, это очистка пыли. Очистка пыли с системного блока, то есть даже не обязательно разбирать. Раз в месяц достаточно просто протереть входные отверстия кулера, сетку пылесосом, либо ручным способом убрать пыль с системного блока, со всех отверстий, куда заходит воздух и откуда воздух выходит. А также обязательно монитор, так как пыль, когда вы запустили монитор, может быть не видна, но при выключенном очень хорошо видна, и она очень быстро скапливается. А пыль на экране влияет на зрение. Так что периодически пыль тоже стоит протирать с экрана и с системного блока. И шестой пункт, последний будет, это запускать глубокую очистку вашим антивирусом. То есть вне зависимости от того, какой у вас антивирус установлен, в нем есть проверка системы файлов на вирусы.
И есть полная проверка, либо по-другому она может называться в другом антивирусе глубокая проверка, либо детальная, либо еще как-то. Но именно такую проверку периодически стоит запускать. Она более длительная по времени, намного длительная, чем, к примеру, быстрая либо выборочная проверка. Но она затрагивает все файлы на компьютере. Такую проверку можно запустить на ночь, либо на какое-то время, когда вы не пользуетесь компьютером. Вне зависимости от того, какой у вас антивирус стоит, даже если родной Windows Defender, то же самое, там есть такая функция, периодически стоит ее запускать. На этом у меня, пожалуй, все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарий. Всем пока!